Сегодня мы хотим рассказать вам об одном интересном физическом явлении, с которым многие из вас наверняка сталкивались в своей жизни. Для проведения эксперимента нам потребуется пара стеклянных бокалов и бутылка хорошего крепкого вина. Нет, мы вовсе не собираемся устраивать романтический ужин. Нальем вино в бокал и дадим ему немного постоять. Через некоторое время можно заметить, что на стенках бокала образуются причудливые капли, которые то поднимаются по стенкам, то стекают вниз. От чего это происходит? Все дело в поверхностном натяжении. Молекулы жидкости связаны друг с другом силами взаимного притяжения, теми самыми, которые не позволяют жидкости моментально улетучиться. На молекулы внутри жидкости сила притяжения других молекул действует со всех сторон и поэтому полностью компенсируют друг друга. Эти молекулы чувствуют себя свободными и могут перемещаться в любом направлении. Молекулы же на поверхности жидкости не имеют соседей снаружи, они притягиваются только внутрь, и результирующая сила притяжения направлена в объем жидкости. Чтобы их не затягивало внутрь, молекулы сближаются друг с другом, силы притяжения между ними возрастают. В результате на поверхности образуется подобие тонкой прочной пленки, в которой молекулы сильнее связаны друг с другом. Это и есть поверхностное натяжение. Этим свойством очень умело пользуются водомерки, которые удерживаются на поверхности воды и не тонут, так как их вес меньше силы поверхностного натяжения. То же самое свойство позволяет налить воду в стакан с горочкой. Теперь вернемся к нашим баранам, а точнее к вину. Те самые стекающие и вновь поднимающиеся капли называют слезами вина. Причиной их появления служит так называемый эффект Марангони-Гибса или просто Марангони. Его суть в том, что коэффициенты поверхностного натяжения у спирта и воды различаются. У спирта этот коэффициент меньше. С поверхности стенок бокала непрерывно происходит испарение напитка, причем неравномерное. Спирт испаряется быстрее воды. При этом, чем выше находится на стенке капля вина, тем сильнее испаряется спирт. Получается, что на стенке бокала наверху спирта меньше, чем внизу, значит наверху поверхностное натяжение становится больше, поэтому, согласно эффекту Марангони, жидкость начинает перетекать наверх. Так и появляются слезы, которые мы наблюдаем. После подъема на некоторую высоту капли стекают обратно под действием гравитационных сил. Этот эффект работает и с другими алкогольными напитками, причем в случае более крепких эффект проявляется ярче. Можно проиллюстрировать это, заменив в эксперименте вино на ром. Существует другой наглядный способ проиллюстрировать эффект Марангони. Нальем немного молока в любую неглубокую тарелку или блюдце. Добавим пару капель пищевого красителя. А в середину маленькую каплю моющего средства. Разыграется настоящий красочный фейерверк. Причина тому все та же разница в силе поверхностного натяжения. Молекулы моющего средства понижают вокруг себя поверхностное натяжение и словно расталкивают пленку молекул на поверхности молока, а краситель помогает нам этот процесс увидеть. Удивительные вещи происходят вокруг нас. Будьте любознательными, ищите все необычное и старайтесь найти этому объяснение. Это делает жизнь интереснее.